Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, а это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. В самом деле, я сегодня хотел выложить немного другую рубрику, но из-за того, что Топ-Не-1 написал мне в Телеграме о том, что «Саня, прекращай страдать», я записал ту сборку, которую ты пытаешься реализовать уже больше, чем 10 дней. Так что лови контент. Ну что, я даже примерно знаю, что здесь будет происходить, но как здесь будет происходить, я не знаю. Поэтому все усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов, кто, соответственно, засыпает. И хорошего вам вечера. Хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях есть закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. О-хо-хо-хо! Поэтому, раз вы перешли на мой телеграм-канал, то обязательно на него подпишитесь. Это первое. Второе, подпишитесь на мой YouTube канал, и я надеюсь, вы уже прожали свой омега жирный лайк под этим роликом. Надеюсь, потому что мне нужна ваша поддержка, и мне намного приятнее видеть кучу лайков и кучу комментариев под роликами, что вы думаете в целом по поводу игры, по поводу комментирования и тому подобное. Старт, конечно, обалденный, а граунд берет, соответственно, себе или не берет? Берет, успел, хорош. На самом деле, Огр в 2 звезды это не такой уж и бесполезный герой. Но у него тут, конечно, стол поприятнее пришел. Убийцы. Но Агра он может поставить как танка на самом деле. Я даже думаю так. Он сейчас возьмет себе необходимые предметы. Клевер. Ага. Не, ну, клевер понадобится под его сборку. Предметы, конечно, ну его в баню. Ой-ой-ой. А медальон скипать вообще не хочется, если честно. Но на самом деле я не скажу, что медальон это прям плохой предмет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, какие ему предметы ужасные упали, боже. Да. Короче, что делает Огр? Он накидывает на вас свою способность, и, соответственно, с этой способности, когда вы прокастуете свою способность на том герое, на ком висит его способность... О боже, что я несу? Боже. Я надеюсь, вы меня прекрасно поняли. Короче, когда Огр накинет свою способность на фигуру, у которой есть способность, которую нужно закастить, то она сразу откатится. То есть у нее не будет перезарядки на способности. Ну вот, короче, смотрите, сейчас, я думаю, продемонстрируется это. Давай, на гоблина-убийцу, отлично. Смотрите, сейчас 2 сюрикена полетит сразу. Ну это вдруг кто не знал. Я думаю, все уже знали, как работает Огр, но все же. Лучше напомнить. Смотрите, давай, кастуй. Ладно. Короче, он бы закастил сейчас сюрикен, и сразу бы еще один сюрикен закастил. То есть он, грубо говоря, делает так, что способность 2 раза используется. Ну, как, грубо говоря. Так и... Короче, вы поняли, все. Все, я сейчас сам запутаюсь от того, что я говорю. Вот. На чем я там остановился? Какая здесь будет сборка? Скорее всего, это будут духи плюс чернокнижники. И на самом деле я рад, что он покажет эту сборку. Я очень хочу ее посмотреть, хочу посмотреть ее реализацию. Но сразу вас хочу предупредить, что эта сборка очень сложная в реализации. Легко, абсолютно легко контрится. И я хочу сразу, чтобы Топ-Не-1 написал в комментариях, с какой попытки он записал духов плюс чернокнижников. Ну и посмотрим, соответственно, как он будет реализовывать этот билд. Потому что этот билд я записывал больше 10 дней, и это страдания, ребят. Это такие страдания, что просто не передать словами. Это жесткие страдания. Поэтому если вы захотите сыграть на духах чернокнижниках, то на них можно играть только в том случае, если они вам идеально идут. Кстати, если что, он ставит Скорпиона. Скорпион дает, соответственно, стан. А если Огр закастует на него свою способность, то, соответственно, это будет, по сути, 2 стана. А, соответственно, это плюс урон какой-никакой там. Вот. Хороший у него сейчас стол. У него есть убийцы, у него есть мартретка, но по предметам у него, если честно, полная лажа. Потому что предметы под его убийцы вообще не заходят. Вот так вот. Что я хочу сказать по поводу духов чернокнижников. Если кто вдруг не знает, как их контрить, на самом деле все просто. Ставите гритеров, ставите дума обязательно под гримтача. Соответственно, дум накинется на какую-то нужную фигуру. 100% такое произойдет. И чернокнижники, соответственно, не будут работать как надо. И, соответственно, когда там будет умирать фигура союзная, то даже если в нужную фигуру будет передаваться хп в чернокнижника, то, соответственно, что произойдет? Ничего. У него будет все то же количество хп. Как-то так. На самом деле хорошо, что ему Огр пришел. Оп.
2 подкопа. Подкопал ТБшку немного. Хороший стол. Ему бы немного усиления сейчас. И было бы вообще идеально. 2 гоблина-убийцы отлично поставят. Поставит, конечно же, потому что это деньги. Это деньги. И он их может спокойно реализовать. Но если честно, если сравнивать со столами противников, то у него стол посредственный сейчас. Его могут выносить спокойно. Поставил гоблина-убийцу поближе, чтобы арканцы работали как надо. Его элементарно сейчас могут вот эти вот 4 рыцаря вынести. Но там есть помимо этого рыцаря еще посерьезнее столы. Ну тут, я думаю, он спокойно заберет. Тут с критов он заберет нужные фигуры. Хотя тут эльфы. Ну сейчас посмотрим. Так, гоблин-убийца. Раз, два. Отлично, монетка заюзалась. С гоблина-убийцы как минимум получил одну монетку. Подкоп, стан, отлично. Тигр. Просто тигр. Лев. Все способности закастились как надо. Не знаю, что я стал заговариваться. Серьезно. Последние несколько дней, когда я начинаю записывать какую-то рубрику, либо свою игру, я понимаю о том, что я начинаю заговариваться. Я не знаю, с чем это связано. Ребят, если кто-то знает какой-то хороший, дельный совет, как это можно исправить, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я делаю кучу скороговорок каждый день. Проговариваю. Проговариваю кучу скороговорок. Все такое. Но все равно я заговариваюсь. У чувака на первом месте стол вообще шикарный. Там куча двоек у него. Ну, скилл. Одним словом, это скилл. Скилл обнаружен. Если сейчас он выиграет раунд, я думаю, ему придется Сларка продать, чтобы выйти в 40 монет плюс. А я думаю, он выиграет раунд. Там слабенькие такие герои. Сейчас покритует пару раз и вынесет. Куда ты свою чертову лагуну закастила в мартретку? А может и не выиграет. Да, он не выиграет, походу, раунд. Или выиграет. Стан. Хорош. Бей. Крит, крит, крит. Дай крит. Крит. Хорош. А чё Сларка не продал? А вот и ошибка. Сларка не продал. Вот так вот. Не продал Сларка. Но я думаю, он ему проиграет 100%. Сейчас он должен к нему прийти. Я более чем уверен, что именно он к нему придет. Потому что когда не надо, приходят именно эти ребята. А не какие-то другие. Легендарки здесь, кстати, хорошие. Реликвии вообще шикарные. Мастерская Бума, шлем Ареса. Да там вообще шикарное количество реликвий. Почему Сларка не продал в предыдущем раунде? А ну-ка объяснись. О, как ему фартануло сейчас, прикиньте. Ему не пришел этот тип, которого был винстрик. Но, по-моему... Не заберет его. Тут 2 коня невозможно уничтожить. Там слишком много фигур. Ну ладно, он хотя бы не этому чуваку на первом месте отдал свой винстрик. Опять Сларка не продал, не вышел в 50 монет. Почему? Ну ладно. Хозяин барин. Но я бы на его месте лично выходил бы так в 50 монет. Я бы не верил так в Сларка. В действительности радость в том, что он не отдал свой винстрик вот тому молодому чуваку на первом месте. Потому что если бы он ему отдал винстрик, это было бы лютая поплава. У него и так огромный стол, так у него еще куча денег было. Он еще бы и в уровень шел. Ой, там, короче, забейте. Он и сейчас в скором времени в уровень пойдет. Просто это было бы намного раньше. Это было бы намного обиднее. Намного сложнее было бы выпутываться из этой ситуации. Намного сложнее. Кстати, ролик будет, если что, долгий. На 50 минут плюс. Так что да. Я вот себе, ну, снова забыл водички налить. Ладно, ну сколько есть хотя бы. В какой-то момент надо будет смочить горло, чтобы не обалдеть от комментирования. На самом деле все реликвии, они классные. Но я думаю, он возьмет мастерскую Бума, потому что предметы у него, дай боже. Ёп. Боже, знаете, когда ты хочешь этот предмет найти, ты его в жизни не найдешь. Как он тебе вообще не надо.
Хочешь посох третьего тира? Держи. 6 убийц поставил, окей. Не, ну с посохом третьего тира это жестко. Ну ладно. Под 6 убийцами можно играть. На 15-м раунде еще раз рольнет свои предметы, потому что, ну, в действительности у него предметы полного чего-то коричневого. Не добил резачка, обидно. Ну там просто лобби скилловиков. Вот это приход. И посох третьего тира давай. Отлично. Ну все, посох третьего тира сейчас реализует. А че в уровень идешь? Оу май. 2 алхимика. Сюда. Сюда. Ну все, как по мне, надо идти в уровень, поставить тебе баф горна. И будет все замечательно. И будет жизнь удалась. Ой, ой-ой-ой, антимаг. Ну, у чувака на первом месте вообще обалденный стол. Вы посмотрите, как он гигантский там. И охотник гигантский. Но он с 6 убийцами охотника этого порвет. Даже то, что они в одну звезду, ничего страшного, потому что там они сейчас прыгнут и пованшотают весь стол его. Но ему нужно будет поставить горн на всякий случай, чтобы просто потянуть время. Ой, как-то слабо. Кстати, хочу напомнить, ребята, что вчера был стрим. Если вы не были на этом стриме, то во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому давайте, не стесняйтесь, переходите. Вчерашний стрим это было нечто. Там работало то, что работать не должно. Вообще шикарно. Поэтому давайте, перешли на этот стрим, посмотрели и сказали свое мнение тоже по поводу этого стрима. Скорпиончика продал. Вайпера берешь? Берет, естественно, вместо Гриттера. Я так понимаю, он себе сделал просто немного сильнее стол, чтобы не так сильно получать в табло. Другого объяснения не знаю. Но это и логично. Усилил себе стол со старта. 89 хп, 50 монет плюс. Дальше, я думаю, пойдет в уровень спокойно. Ой, как хорошо антимаг присосался к вайперу. Вот это я понимаю. Отцепись. Отцепись, окаянный. Хорош, стан. Убийца Горн, молодец. Опять ты присосался к нему. Ой-ой-ой. Ну да. Ну да. Знаете, по всем законам подлости усиление приходит тогда, когда ты теряешь либо свой винстрик, либо ты находишься в полном коричневом цвете. Где-то там внизу, в нижних рядах. Проверил на всякий случай, идет запись или не идет запись. Потому что иногда бывает такое, что ОБС может сбросить запись, почему-то поставить на паузу ее, либо что-то еще. Такое просто не первый раз было. Лучше проверить. У меня была даже когда-то игра, которую я записывал. Сижу такой себе, комментирую. Что происходит? Сижу, комментирую и думаю такое. Блин, обалденная игра получилась. Дай-ка посмотрю, что там по итогу по звуку, что такое. Давай на рендер поставлю, чтобы выложить. Чтобы вы поняли, 5 минут у меня всего лишь запись была. 5 минут. Как же у меня тогда 5-я точка сгорела. О, Тинкеру 2 звезды. Полезно. В самом деле реально полезно. А почему продал? Ладно. Если честно, я не понимаю, почему ты продал, но окей. Хотя предметов на ману у тебя нету, наверное, из-за этого продал. Кстати, обратите внимание, как красиво сделал. Он выставил всех в первый ряд, чтобы вот этот горн появился сзади. И потянул немного времени. Ну что, давай какой-нибудь полезный предмет. Молот грома, например, под убийц. И мартретку в 2 звезды давай уже. Бог рандома, давай, пора. Боже, какие предметы. О,
Я бы Радик взял. Ну, это намного лучше, кстати, чем Радик. В десятки раз лучше, я бы даже так сказал. Хорошее усиление, плюс монетка. Фартануло. Он, наверное, прям чувствовал сердцем, что сейчас он возьмет, рольнет, и ему сразу появится усиление. Ага. Я так понимаю, он просто хочет найти себе мартретку в 2 звезды. С мартреткой в 2 звезды у него игра пойдет как по маслу. Мартретка в 2 звезды нормально будет наваливать с такими предметами. О, вин... Фу, не туда посмотрел. Я думал, винстрик сейчас собьет ему. Рики. Хороший персонаж. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Вот это вот отлично. Отмена замечательно прекрасно. Я думаю, дальше стоит идти в уровень. На. Пошла мартретка в разнос. Хорош. Горячая, прекрасная девочка. Кстати, давно я не записывал мартретку. Надо будет попробовать записать мартретку. Через каких-то охотников, да? А ну-ка, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Стоит ли записать мартретку через 6 охотников и керить ее? Или как-то по-другому закерить ее? В общем, жду ваше мнение в комментариях. Я думаю, можно множество интересных таких билдов записать под нее. Дальше нам остается только ждать сейчас. Но то, что ему Мьёльнир упал, это хорошо. Этот Мьёльнир пойдет и для алхимика. Плюс, чем мне нравится так Мьёльнир? Во-первых, когда вы бьете, вы наносите магический урон, это раз. Во-вторых, дает скорость атаки, это два. Соответственно, когда вас бьют, есть тоже вероятность, что сработают молнии. Ну, вообще прекрасный предмет, не знаю. Достойный предмет 5-го тира. Все, в уровень идем. Ну все, надо в 10-й идти. Стол сильный. Я думаю, вряд ли кто-либо его еще вынесет, поэтому спокойно берем 10-й. На 10-м уровне выставляем весь свой билд. Дальше собираем алхимиков 3 звезды. Если, конечно, он придет. По всем законам подлости алхимик в 3 звезды не должен прийти. Интересно, если он будет играть здесь на духах плюс чернокнижниках, хоть кто-то додумается поставить гритеров? Я думаю, вероятность такая имеется. Охотнички, здорово, охотнички, пока. Рад был повидаться с вами. Помнишь, ты к нему приходил? Помнишь? Он к тебе пришел. Он тебе вернул, скажем так, свой должок. У чела там 98 монет. Чего он ждет? Похоже, он там ждет либо же жезл Кира, либо же сумку Пандамена. Я, если что, про охотника, потому что ну, в 98 монет нет смысла сидеть. О, чел, который был на первом месте очень долгое время с огромным столом, еще и сбил винстрик. Неприятно. Интересно, что ему сейчас за реликвию пойдет. О! А ты не слишком себе огромный там стол сделал? Хорош. Хорош.
Да. Игра легкая уж точно не будет. Кстати, хочу ваше внимание обратить на то, что если с моба не падает монетка, то по окончанию раунда все равно монетка упадет. Вот сейчас обратите внимание на деньги. Сейчас отчет нового раунда пойдет. А, сейчас не начислилось. Короче, там на некоторых раундах с центрального моба, если не падает, соответственно, монетка, она упадет с нового раунда. Это важный момент, если что. Там, кстати, 6 богов через Тинкера, но это все полное Г. Тинкер сейчас там с очень маленьким количеством хп остался. Я думаю, этот Тинкер долго не проживет. Я больше всего опасаюсь чувачка на первом месте. Да и второе место очень сильный. У него 6 рыцарей. Он сможет их порвать только если духи рано придут. Алхимик с 2 звезды нужен. Потом поставить его, и он будет броню накидывать. Точнее, уменьшение брони будет накидывать в радиусе. Не забудет косу заюзать, если выиграет раунд. Ну-ка, ну-ка. Что, реально раунд проиграют? Да, прикиньте. Ребят, тут все по моей методичке работает. Собрать 6 богов, Керри Абадона. Все по моей методичке. Показал Керри Абадона и поехала в душа в рай. Тут, кстати, не 6 богов. Ну ладно. У него нет отхила, из-за этого ему так больно. Но сейчас он возьмет 9, поставит там себе 2 чернокнижника и будет уже полегче. Намного полегче. А может к тому времени вообще алхимик придет. С алхимиком будет полегче играть. Когда алхимик активирует свою ульту, то там и хп реген появляется, и уменьшение брони в радиусе. Ну, то есть приятно, приятно, очень приятно. Кстати, никогда не обращал внимания, ракетки летят в этот тотем или не летят? Ой-ой-ой, как больно ему. Морская волшебница в 3 звезды. Сильно. Я бы вместо Вайпера поставил бы лучше Рики. Все-таки Сайленс всегда приятно. Маг-дракон собрался, Джакира. 8 уровень. Без шлема Реса. Но на самом деле меня радует то, что игра не будет легкой. Очень это радует. На такую игру намного приятнее смотреть, нежели она вообще в одну калитку. Прикиньте. Или выиграют. Выиграл, прикиньте. Я думал, его сейчас все пинают. Нормально, нормально. Но ему надо идти дальше, в 10-й. Либо хотя бы на 9-м наролить себе нормальных керри, но из-за того, что ему в любом случае будет необходимо найти себе... Я в шоке, какой там стол у молодого. Я так понимаю, здесь будет огромная легионка еще сверху. Так вот, вернусь к тому, что я говорил. Ему в любом случае нужно будет брать 10 уровень, потому что если он не возьмет 10 уровень, он не сможет поставить себе синергию духи плюс чернокнижники. Вот так вот. Да, рыцари тяжело пробиваются. Легионка там... Ай-яй-яй, как же ему чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. У него же 63 хп осталось. Я думаю, все-таки на 9 уровне он будет ролиться. Найдет себе усиление в виде алхимиков 2 звезды. Будет уже перестраиваться, наверное, в 6 чернокнижников. С отхилом будет проще играть сейчас.
Объективно. Чел на рыцарях не спешит себе делать Абадонов 3 звезды через яйца, он их оставляет на легионку. Ну и правильно. Огромная легионка это будет нечто. Давно, кстати, тоже легионку не реализовывал. Надо будет тоже ее попробовать собрать в 3 звезды. Я думаю, будет круто. Собирай... Деньги собери. Ну. Ай-яй-яй. Его отвлекли, походу. Ай-яй-яй. Короче, похоже, его отвлекли. Потому что он только что не получил плюс 1 монетку за инкам. Обидно. Кстати, видели только что плюс 3 монетки ему добавилось? С одного моба монетки не упали, а там предмет упал. Но когда начинается отчет на следующий раунд, то там плюс 3 монетки появилось. Это важный момент такой. Мало кто обращает на это внимание, но стоит обращать. Ну ладно, что ж. Да. Вроде вот смотришь на его стол. Сильный, но по факту очень слабый. Рыцарей пробивать не будет. Потому что рыцари щиты срабатывают тогда, когда не надо. Как мы вот в предыдущей игре увидели. Ну, в предыдущем раунде. Радует то, что у него сейчас баф чернокнижников есть. Плюс дезолятор есть, кстати, который дает минус 12 брони. Мартретка такое любит. Криты будет раздавать налево-направо. Угу. Видимо, не сегодня усиление. Темпларка. Ой. Нормально, он его вынес. Яйцо, хорошо. В алхимика полетело. Интересно. Вдвойне интересно. Окей. Я думал, он еще посидит в убийцах. Там чел, кстати, на духов плюс синергию кунг-фу играет. Интересно, вдвойне. Вот это вот здесь игра будет. 5 монет еще упало. Берем. Забирай 5 монет. Надо 10 ставить. Надо ставить 10 и ставить себе 6 чернокнижников. Мартретку уберет, поставит еще одну фигуру и все. Но сейчас у него сильный стол. Если он сейчас заберет еще у рыцаря винстрик, о, это будет песня. В самом деле, дезолятор неплохо смотрится на алхимика, потому что его тучка дает там минус сколько-то там брони, если честно, я не помню сколько. По-моему, минус 8 тучка дает, или минус 10. А дезолятор тоже дает минус 12. Сильно. Кстати, чтобы сработала синергия духов, важно нанести 2 удара по окамененной цели. Если 2 удара не нанес по окамененной цели, то все, суши весла. Кстати, легионка. С маской 5-го тира, не, он не пробьет ее, к сожалению. Да. Как бы не хотелось, но он ее не пробьет. Хотя... Забираю винстрик. Давай. Хорош. Тигр. Тонну опыта получил. Он получил только что за счет реликвии косы 12 опыта. У него был 6 винстрик, и он получил просто 12 опыта сейчас. Оп-оп. Все, баф чернокнижников сюда. Все, теперь нужно только собирать себе алхимиков 3 звезды и чернокнижников немножко улучшать.
Будет классно, если здесь в этой игре появится дух пятерка. Это будет вообще огонь. Ему хорошо повезло забрать винстрик. Это его прям хорошенько поддержало. Ну а теперь будем наблюдать, хоть кто-то будет его контрить или не будет. О, Марси в 3 звезды, неприятно. Хотя, какая разница там на Марсе в 3 звезды? Ля, как он ее рвет. А, там бессмертие. Я думал, до сих пор не сработает окаменение. А то там Марс и так разогналась. Осталась одна легендарная фигура. Ну что, ребят, держим кулаки. Будет ли там дух пятерка или не будет? Кстати, там реликвия яиц есть. Тут же можно сделать алхимика себе в 3 звезды. И он тоже делает акцент на реликвию яиц. Ну что? Держим за него кулачки. Алхимик в 3 звезды, это будет мощь. Самое главное, чтобы ему еще хорошо по предметам пришло. Это важный момент. Давай. Всем сердцем за тебя болею. Тебе нужна реликвия яиц. Ну, маг-дракон там очень слабый. Очень странный у него там билд. Там еще и темпларка в 2 звезды, кстати, тоже неприятно. Но из-за того, что у него есть алхимик, который накидывает свою тучку, и этот щит спадает за меньше, чем пару секунд, то ему плевать на темпларку. Шанс 36% будет на фиолетовую фигуру. Окей. Все, Свен найден. Угу. Кстати, кто вдруг не знает, как работает синергия чернокнижников, она работает максимально криво, потому что ХП распределяется в ту цель. То есть, смотрите, у вас есть фигуры, чернокнижники, да? Если у этой фигуры, которая тоже является чернокнижником, короче, там ХП передается в ту цель, у которой на текущий момент меньше всего процентажного ХП. То есть, у вас есть, допустим, алхимик, у него 51% хп, есть, допустим, вич-доктор, у него 49% хп, то с убитой фигуры чернокнижника хп перейдет в кого? В вич-доктора. Вот так работает. Криво, да. Кстати, его взорвали. Да, на одном хп парень держится, и на одном хп он его вынес. Обидно. Обидно, не спорю. У него, кстати, там минус 18 брони. С кайфом. Да, маг там, конечно, забавный. У него куча предметов на ману, но по итогу он почему-то не переделает себе ни посох 3-го тира, ничего он там не делает. Почему? Ладно. Странный этот маг. Ты когда играешь на магах, ты обязан найти себе посох 3-го тира. Кстати, водички надо попить. Неприятный дум. Полные эльфы. Ну, как-то вообще все равно на этого эльфа. Да, там сейчас щит за секунду будет падать. Сейчас алхимик подойдет, тучку накинет и все. А, ну даже без тучки. А, вот видите, 4, 8 и 12 брони снижает. То есть, по сути, с его предметами сколько? Минус 12, плюс минус 6, это минус 18, и минус 8, это минус 26 брони он дает, прикиньте. Жестко? О, да.
Это очень жестко. Духи, чернокнижники, кунг-фу. А там тупо чел на рыцарях сидит. Даже ничего не меняет. Кстати, обратите внимание, там у легионки 3 звезды, но они почему-то серые. Почему серые? А вот и рыцарь. Цепись, антимаг, пожалуйста. На. У него легионков 3 звезды, но он почему-то керит Луну. Забавно. Want the secret to creating gold? The sell button is up on the right. Ему бы на самом деле перчатку 4 тира еще найти. С перчаткой 4 тира там будет чистый урон, этого рыцаря он будет разрывать в пух и прах. Из 4 тира, по сути, ему больше ничего и не надо. Ну да, по сути, только перчатка 4 тира. Там просто есть еще и синергия кунг-фу. Если там не было бы синергии кунг-фу, я бы сказал, что еще кольцо можно 4 тира взять. Кольцо 4 тира неплохое. Ой-ой-ой, только ваншоты не сработайте. Живи. Выноси, 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 выноси. Жить, жить, хочу жить. Алхим сдох. Вот тебе и синергия кунг-фу. Да. Отлично, одно яйцо есть. Соберет у алхимиков 3 звезды, ему станет намного проще играть. Ему бы сейчас перчатку 4 тира было бы хорошо. Ну, рыцарь откисает, судя по всему. Останется только с кунг-фу. Но против кунг-фу ему надо, наверное, щит 5 тира найти. С щитом 5 тира будет намного проще играть. Там элементарно может синергия кунг-фу сама себя убить. Марси там, конечно, заряженная. Маска 5 тира, драконий рог, бессмертие. Сейчас, если падает там перчатка 4 тира у Марси, там Марси всех и вся разнесет. Кристалл призрака пойдет. МКБ тоже хорош. О, щит 5 тира. Замечательно. Еще и МКБ. На мясы плевать. Щит 5 тира будет возвращать. Идеально. Алхим. Давай, 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 родненький, давай. Еще одного. Пожалуйста, еще одного. О да, о да, о да, о да. Все. Сейчас будет имба. Сейчас будет контент. Сейчас будет такой развал кабины. О, перчатка 4 тира. А там колечко 4 тира. Ну, у алхимика 345 урона, но даже не в этом прикол. Он его аннигилирует другим. Ля, как он его взорвал, минус 18 брони. Тучка дает минус 12. И дезолятор дает минус 12. О как! Развал? Еще какой. Кстати, знаете, в чем минус? Если здесь появится синергия гритеров, то вся минус броня работать не будет. Особенно с синергией гритеров. Повезло, что Марси без перчатки 4 тира.
Повезло. Прикол. Хоть Марси и выиграл этот раунд, но все же... О, кстати, у нее он предмет первого тира не скипнул. То есть у него сейчас там сколько? Получается скилл минус 12 дает, дезолятор минус 12 дает. Итого это уже минус 24 плюс предмет первого тира, это минус 30 брони, ребят. Минус 30 брони, вдумайтесь на секунду. Сильно? А вы прикиньте сюда еще и кирасу накинуть. Там забейте, там будет столько минус брони. Но я думаю, что перчатка 4-го тира намного эффективнее будет смотреться. По крайней мере, мне так кажется. Щит 5-го тира не вернула без руш. Как он больно их разваливает. Ай-яй-яй. О, он там чуваку винстрик снес. Фу, снес. Хорошо. Пока что все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Если там никто гритеров не поставит, им торба. Либо хотя бы, чтобы кунг-фу поставил себе 6 чернокнижников, 6 духов. Кунг-фу с 6 духами может его вынести. Там все-таки много будет урона прилетать по чернокнижникам. Там же духи наносят 20% от максимального хп фигуры. А вы прикиньте, вот у алхимика, у которого там будет, не знаю, 1010 хп, 20% это 2000. Что это под кунг-фу? Для кунг-фу это цифры, которые может ваншотнуть. Жить, жить, жить. Хорош. Фух. На самом деле, если синергия кунг-фу пару раз жестко прокнет, то этот алхимик откиснет. По 12 хп у них осталось, у него 41. Интересно. Но меня удивляет этот рыцарь, который почему-то керит Луну вместо легионки. Почему он так решил? Легионка ж она будет намного мощнее. О, как. Это Гритер, кстати. На секундочку. Еще и Дум в алхимика прилетел. Очень неприятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. А, ну он, кстати, вылетел со своей легионкой. С перчаткой 4-го тира. Ну, сильно легионочка, сильно. Но эту легионку вынесли. Это плюс. В самом деле, единственное, что ему нужно делать, это улучшать чернокнижников пока что. Если второй гритеров не поставят, то, в принципе, ему ничего делать и не надо. Против второго он может, знаете, что сделать? Если он вдруг поставит там себе гритеров, он может спокойно поставить себе 6 троллей. На секундочку. 6 троллей плюс энергию Киры и взрывать его налегке. Там алхимика будет скорость атаки ломаться, и просто под сломанной скоростью атаки он разорвет всем кабину. Даже на предметы не смотрел. О, мифриловый доспех, это нам надо. Всякие шальные думы отражать. Рить ночных зверей. Там, скорее всего, до 45-го раунда не дойдет. Бессмертие, отличная тема. Вот это вот хорошо.
Вот это вот замечательно. Сейчас смотрите. Синергия кунг-фу тупо все ваншоты даст. Собирай Энигму в 3 звезды. Давай. Еще одну и в 3 звезды. Чел Гритеров поставил. Почти антимаг в 3 звезды. Ну все. Вся его минус броня сейчас не работает на этого Гритера. И духи тоже. Надо ставить троллей. Хотя... Давай, щит 5-го тира. Наваливай. Чистого урона с руки от Марси нету. Давай, 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 сладкий. Наваливай, наваливай, наваливай. У тебя еще и бессмертие есть. Давай. Хорошо, бессмертие есть, но он отхилился там. Давай, 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 давай. Хорош. 6 хп осталось. Ой, Думов ставит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. С призмой. Уху-ху. Не знаю, как по мне, ему надо ставить себе 6 троллей. Убирать духов всех. Ставить себе троллей. Антимаг в 3 звезды. Да, вот так вот игра может из легкой превратиться в очень сложную. Сейчас антимаг одним взрывом пол стола снесет. Вот тебе антимаг, 14 тысяч урона. Да, надо убирать, короче, всех абсолютно духов и ставить себе троллей. А уже не хочется так Энигму апать. Троллей. О, I'll enjoy their suffering. Дум Волхима прилетел. Щит 5-го тира не отразился. А не, щит 5-го тира отразил. Что-то я протупил. Просто анимация висела этой способности, но по итогу щит отразил. Я забыл, что щит отражает, и все равно анимация этого дума висит на героя. Хочешь поставить ведьмаков? А будет ли прок? Enjoy their suffering. Четыре ведьмака для чистого урона с руки. Ну, давай посмотрим, поможет ли. Я бы, наверное, ставил бы 6 троллей. Мне кажется, 6 троллей было бы эффективнее. Самое главное, чтобы сейчас Дум не прилетел. А Дум уже не прилетит, окей. Хорошо, хорошо. Живем, живем, живем.
45-й раунд. Окей, погнали. Ситуация мы в дерьме. Но ему надо было бы троллей ставить. Не знаю, мне кажется, тролли намного больше бы дали. Там бы сломалась скорость атаки, там бы столько тычек летело. Сейчас, если с 45-го раунда упадет ему перчатка 4-го тира, это будет песня. А ему больше с 4-го тира ничего и не надо. Не подойдет. Только перчатка. Только бы не сдохнуть от мобоба. Потому что здесь два моба таких сильных. Не, нормально выносит. Мифриловый доспех еще есть. Против Дума, отлично. Вынес, прекрасно. Фух, так, что там у тебя? Ой-ой-ой, там чел тоже с двойными мобами, это плохо. Я бы даже, может быть, на его месте все-таки взял бы себе клинок тени в моменте. Но просто перчатка 4-го тира очень сильная. А нечего делать, да. Одного предмета не хватает, прикиньте. Боже. Обалдеть. The low equivalent exchange. Don't think so. Кто не понял, что только что произошло, то вот этот вот чел на Марсе сдох от мобов. Да, это жестко. Самая неожиданная концовка игры. Обалдеть. Это жестко. Чел в себя поверил и сдох на Марсе трехзвездочный от мобов. Ну, я считаю, достойная топ-1. То, что там чел откис от мобов, это чисто его проблемы. И топ не один занял топ-1. Красивая игра, красивая. Мне понравилась. Ну и вы сами могли увидеть все проблемы такого билда. Во-первых, антимаг трехзвездочный такого алхимика любит во все щели. И в моменте вот на 45-м раунде я бы на самом деле не всегда бы брал перчатку 4-го тира. Если бы чел на Марсе не нашел себе МКБ, клинок тени мог бы ему жестко помочь. Ну и я бы все-таки, наверное, оставил в конечном итоге себе 6 троллей, чтобы сломать скорость атаки алхимику и наваривать движа. Но тоже, там такая Марсия огромная была, что не факт бы, что этот алхимик сам бы себя не аннигилировал. Вот серьезно. Ну, в принципе, по катке мне нечего добавить. Очень классная катка, динамическая, эпическая. Концовка вообще отвал башки. Мне все понравилось. В общем, что думаете вы по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком. А если ты на меня еще не подписан, обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео и в комментариях под видео. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!